Существуют эмоции и чувства, каких приличные люди стыдятся и о которых в обществе предпочитают не говорить. Злорадство — одно из таких чувств, и его феномен, хоть и достаточно давно определен как понятие, все же мало изучен и не всем понятен. Психологи имеют различные мнения по поводу этого явления, но они сходятся в одном. Злорадство — чувство человеческое, и даже слишком человеческое, чтобы закрывать глаза на его присутствие в нашей жизни. Сегодня мы поговорим о теме, на которую общество наложило табу, о злорадстве. И беседа будет не из приятных. В каждом несчастье ближнего есть всегда нечто веселящее посторонний глаз. Федор Михайлович Достоевский. Что такое злорадство? Злорадство — психологический феномен ощущения радости от несчастий, бед, невезения или неудач другого человека. Термин «злорадство» Шаденфройде происходит из немецкого языка и в буквальном переводе звучит весьма поэтично. Радость вреда, Шаден, ущерб, Фройде, радость. Обычно злорадство возникает из зависти к чужому успеху. Неудачники всех мастей греют собственное сердце удовольствием от созерцания несчастий, происходящих с успешными людьми, стоящими выше их по социальной лестнице. Если вы хоть в чем-то превзошли соседа или друга, будь то машина подороже, или жена покрасивее, или дети поумнее, то вы увидите не только зубы их зависти, но и оскал злорадства. А если вдруг споткнетесь и попадете в беду, то не ждите сочувствия, им не устоять перед соблазном злорадства. Конечно, между сдержанным личным злорадством вашего друга или сослуживца и публичным злорадством, которое выказывают в открытой форме в виде иронии или насмешки, есть некоторое различие. Но не обольщайтесь. Суть этой мерзости одна. Кайф от ваших личных неудач. Психологическая основа злорадства. Злорадство — чувство особое, и психологам до сих пор сложно точно определить его происхождение и причины. Существует несколько точек зрения. Одни ученые связывают возникновение злорадства с межгрупповыми социальными отношениями, когда это чувство появляется к людям другой страны, другой расы или другого вероисповедания. Радость от несчастья этих чужих не считается чем-то зазорным и даже может культивироваться обществом как некая социальная добродетель. К примеру, злорадство от смерти врага во время войны, удовольствие от любых бед граждан страны-агрессора и так далее. В эту группу может входить и злорадство малоимущих, как реакция на неудачи представителей власти или граждан состоятельных сословий. Незамутненная радость от их неприятностей также вполне допустима как социальная психологическая норма. Другая часть специалистов рассматривает злорадство с экзистенциальной точки зрения и связывает это чувство с пониженной самооценкой личности. Третья группа ученых, проанализировав соотношение злорадства с наличием у человека черт темной триады, таких как нарциссизм, макиавеллизм и психопатия, определили, что люди, у которых уровень этих черных сторон личности преобладает, более склонны ощущать злорадство. Питаться чужими несчастьями, интересоваться сенсациями негативного толка и участвовать в разных антиобщественных действиях. Есть даже группа исследователей, которые уверены, что злорадство есть врожденное качество человека и доказывают экспериментально, что дети чуть ли не с первого года жизни, не говоря уже о подростках, способны испытывать злорадство. Причины злорадства. Психологи выделяют ряд причин, которые побуждают нас испытывать радость при созерцании чужих бед, а именно: первое. Низкая самооценка. Одна из наиболее распространенных причин злорадства. Человек, испытывающий удовольствие от страданий других людей, ощущает превосходство над ними и повышает свою самооценку. Но длится эта радость недолго, так как личные неудачи от созерцания чужих проблем не исчезают, и злорадствующему, как наркоману, нужны новые и новые дозы радости от чужого горя. Второе. Чувство облегчения. Это чувство знакомо многим, когда, узнав о постигшей кого-то беде, ощущаешь радость, что это не с тобой произошло, а с ним. Третье. Склонность к зависти. Это очень часто врожденное качество, которое глубоко въедается в структуру личности,
И обладатель такой пагубной генетики считает: если у меня все плохо, то пусть и у другого точно так же будет. Главное, чтобы ему было не лучше, чем мне. Четвертое. Жажда мести. Этот вид злорадства характерен в ситуации, когда человек, насоливший нам, вдруг попадает в беду, и мы радуемся, что он, дескать, получил по заслугам, и Бог справедливо его наказал и за обиду, ранее нанесенную нам, отомстил. Пятое. Желание справедливости. Чувство злорадства возникает при наблюдении за несчастьями знаменитых людей, которыми хоть и восторгаются, но не особо любят, особенно в том случае, когда злорадствующий уверен, что у знаменитости был незаслуженный успех. Распространенность злорадства в мире. Злорадство — чувство универсальное, присущее всем и каждому. И как бы человек не отрицал, что склонен к злорадству, он лукавит перед нами и обманывает себя. Даже люди с эмпатией и глубоко религиозные граждане также способны испытывать чувство злорадства. Наводнение в другой точке мира волнует меня, но сочувствую я мозгом, а сердце шепчет мне: радуйся, что не с тобой случилось, а с ними. Когда случайный прохожий спотыкается на ровном месте, мы испытываем чувство облегчения, что это произошло именно с ним, а не с нами. Даже на похоронах главным чувством является радость осознания того, что хоронят не тебя, а его или ее. А ты сейчас скорчишь скорбную рожу, выпьешь на поминках рюмку или две, скажешь несколько бодрящих слов вдове или детям покойного и пойдешь себе домой целый и невредимый. Разве это не злорадство, когда узнаешь, что твой заклятый враг, принесший тебе много бед, попал вдруг в автомобильную аварию и погиб? Он уже больше никогда не будет тебе вредить. Справедливость восторжествовала, и ты счастлив от внезапной смерти врага. Жажда мести удовлетворена. Бог наказал его сполна. Все может и не так драматично, как повествуется. Но червь злорадства живет в каждом из нас, соглашаемся мы с этим фактом или нет. Как избавиться от склонности к злорадству? Слушай и помни, всякий, кто смеется над бедой другого, дурак или негодяй, чаще всего и то, и другое. Марина Цветаева. Сложно давать советы, ибо склонность к злорадству у нас в крови, как гемоглобин. Вырвать из сердца эту жабу ой как непросто. Но кое-что осознать нам под силу. Психологи советуют представить себя на месте попавшей в беду стороны и понять, как бы вы себя чувствовали, если бы кто-то рядом вдруг начал демонстрировать радость, глядя на ваши проблемы. Не очень-то приятно вам было бы, не правда ли? Еще один известный прием заключается в том, чтобы вспомнить, когда вы испытывали радость от сострадания, и попытаться таким образом отучить мозг от нравственного упадка злорадства. Чужой успех — не причина твоей неудачи, а счастье, не сочная груша, которую передают из рук в руки, и чужими горестями потешаться, себя не уважать. Если планируете жить долго и счастливо, старайтесь не злорадствовать, ибо чувство это часто и физическому здоровью вредит, и душу отравляет. Помните, что злорадство — признак бессилия перед лицом жизни, а если жаждете силы, то выбросьте его из корзины ощущений, как гнилой помидор. Если вам понравился наш рассказ, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые захватывающие истории. Пишите свое мнение в комментариях и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе наших видео. Спасибо за просмотр и до встречи в новых выпусках.